В этом выпуске я открываю сундук, кидаю упаковку, нюхаю книгу. Это очень круто. Всех приветствую! Я наконец-то добрался до распаковки этих посылок. Не буду томить, расскажу, что там находится. Там находятся книги, которые я выиграл на аукционе. Спасибо большое группе «Книжные аукционы». Без вас бы я эти книги в жизни не нашел. Давайте откроем этот сундук. Готово. Это мы убираем в сторону. Вы не поверите, что там. Первая книга. Эту книгу мне подарили на день рождения, и я ее оставил, чтобы вместе с вами оценить ее. Румынские мифы выркалаков, фараонок, Домумы, Педуры и Дракулы. Вот так выглядит эта книга. Довольно круто. Давайте ее откроем. Можно даже будет обзор на нее сделать. Это нам больше не нужно. О! Пахнет книгой. Замечательно. Это, конечно, непередаваемое ощущение, когда открываешь новую книгу, которую еще никто не читал, и ее книжный запах вот этот вот не сравнится, конечно же, с электронными книгами. Это само ощущение. Красные страницы, скорее больше бордовые. Румынские мифы. Мы ознакомимся с этой книгой. Вкратце пролистаем ее и посмотрим, что здесь вообще имеется и что из себя книга представляет. Хотя первое впечатление, что это и вправду сборник каких-то румынских мифов. А, вот здесь же написано точно. Румыны веками жили на перекрестке культур, и в их взаимном влиянии сформировалась причудливая картина румынской мифологии. Многое в ней кажется знакомым, а многое непривычным. В ней есть драконы, балаурды, колдуны Соломонары и жар-птицы Маястры. В ней бог и дьявол, создатели земли сообща. За маской знаменитого графа Дракулы скрывается переплетение нескольких фольклорных мотивов, одинаково далеких от образов аристократического кровопийцы. Хэштег румынские мифы. Давайте же оценим эту книгу. Но прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать о том, что я принимаю заказы. А также скоро у меня появится собственный веб-сайт, собственный интернет-магазин. Также будут промокоды для заказчиков. А самое главное, на моем веб-сайте будет все гораздо дешевле, нежели на Озоне. Чтобы не пропустить все новости, подписывайся на мой телеграм-канал. А также, чтобы заказать какую-то одежду, которую вам нужно, напишите мне в телеграм. Либо можно написать в сообщение группы. Сообщения группы работают всегда. Оглавление. Пространство мира. Румынского фольклора ориентиры. Для первооткрывателей 15. Глава 2. Где обитают герои румынских мифов и сказок. Глава 3. Духи стихийного мира. Я без понятия, если честно, что это. Часть 2. Пространство сказки. Это про румынские сказки и герои, и кто в них обитает. Типа там всякие упыри, возможно. Почему-то это во 2 главе. И в 3 главе конкретно про магию. Что ж, интересно довольно. Конечно, есть вмятина благодаря доставке, конечно же. Выглядит довольно стильно и здорово. Здесь наверняка надо вчитываться. Потому что это не просто книга на 14-15 страниц. Изображение ежей, крадущих виноград в рочестерском бестиарии 13 века. Здорово, что здесь вот эти все картинки прямо показаны. Темный демиург и его нелегкая доля. С одной стороны, в румынской мифологии черт. Такая же персонификация зла, как и, например, славянской. Он, безусловно, существо инфернальное, связанное с хаосом, строящее козни и творящее беду. Да и вид у румынского черта вполне привычный. Он похож на человека, только черный,
словно уголь и с уродливым лицом. У него рожки, красные глаза и копытца. В аду он всегда голый, ну а в мире людей может принарядиться по своему усмотрению. Интересно, интересно. А давайте вот найдем про упырей. В Дракуле Брэма Стокера дважды упоминается загадочная школа магии Шоломанса, расположенная в горах над Германштадтским озером. Руководит этой школой сам дьявол. Каждый 10-й ученик по соглашению становится подручным своего инфернального учителя. Сам граф тоже в ней учился, и не было такой науки в его время, которой бы он не превзошел. Что это за школа? Описание Стокера довольно точное, с учетом двух нюансов. Во-первых, конкретный регламент, в кавычках, школы описывается по-разному, в разных преданиях. Хочется верить, читатель уже привык к внутренним противоречиям румынского фольклора. Во-вторых, по-румынски она называется Шоломанце, школа соломонаров. Соломонары, по одной из версий, название произошло от имени царя Соломона, которого считали мудрецом и волшебником в румынской и фольклорской традиции. В общем, довольно крутая книга, я обязательно ознакомлюсь с ней более подробно, нежели как сейчас, просто пролистав ее и проглядев. Переходим к следующему. Сундук нам больше не понадобится. Зато нам понадобятся ножницы. Самое главное — это книги не порезать. Так запаковано вообще очень хорошо. Специально, чтобы самый даже величайший бездарь-доставщик не смог повредить эти книги. Пупырки господин упаковщик не пожалел, что очень радует. Осталось только с ней разобраться и добраться до желаемого. Первый слой пупырки готов. А ну, уберись. И вот что я получил. Это очень круто. Все три книги — это Ди Охотник на вампиров. Ну, кстати, у этих книг какой-то немножко странноватый запах. Какой-то сладкий такой, нежели как книга. Что-то напоминает сливы. Давайте прочтем, что находится на обратной стороне. Классическую работу мастера японской фантастики ужасов Хидеюки Кикути, по которой снята прогремевшая на весь мир картина «Ди. Охотник на вампиров». Поклонники ждали много лет, и теперь издательство «Азбука» счастливо представить впервые на русском языке первая книга из серии о знаменитом охотнике на вампиров Ди. Год 12090. Мир погиб, разрушенный безумными человеческими войнами. Но некоторым людям удалось пережить катастрофу. Некоторым людям. И кое-кому еще. Дорис Лэн отлично представляла, какая судьба ждет ее. Девушку, укушенную вампиром, графом Магнусом Ли. Мучительное превращение в немертвое существо, которому суждено изгнание. Или незавидная участь невесты, нечестивой твари, обреченной на вечное страдание и вечную жажду человеческой крови. Ей оставляла лишь слабая надежда на единственный шанс. Этот шанс подарил ей загадочный всадник. Охотник на вампиров по имени Ди. О, давайте оценим. Крест такой. И это полноценная книга. Я на самом деле думал, что это какая-нибудь манга коротенькая будет в 3 томах. Прям целая крутая книга. Оглавление. Глава 1. Проклятая невеста. Народ Фронтира. Вампир граф Ли. Слабость демона. Клинки смерти. Кровавая битва. 15 секунд на каждого. Смерть охотника на вампиров. Сталь, прервавшая церемонию. Я начал читать эту книгу и не мог оторваться от нее. Реально, за пару дней я больше 100 страниц прочитал. Демоническая погоня.
Вы посмотрите на эти очень крутые обложки, это же вообще фантастика. Вампир-аристократ похитил у деревенского старосты красавицу-дочь. Чтобы догнать и уничтожить чудовище, нанят сразу целый клан охотника. Но у команды внезапно обрушивается серьезный конкурент, загадочный полукровка по имени Ди. Он мчит по следу черной кареты, уносящей вампира и его добычу к базе Клеймор, древнему космодрому. Зачем вампиру космодром, до которого много дней пути по опасным дорогам Фронтира? Ведь осушить свою жертву и обратить ее в вампира можно и в менее труднодоступном месте. Но он гонит коней, преследуемый множеством врагов, и яростно защищает ту, которую похитил, ту, которая похитила его сердце. Шикарно. Вот и оценим, насколько справились люди, которые делали аниме по этой книге. И третья книга «Вызывающие бури». Ушедшие цивилизации иногда напоминают о себе самым непредсказуемым образом. Забытое прошлое мстит жестоко, и кровавые осколки древнего мира отчаянно цепляются за жизнь, за юную жизнь, заражая ее своим безумием и мудростью, отчаянием и надеждой. Эта тайная борьба длится уже века, и за эти века люди более-менее научились справляться с опасным наследством, оставленным аристократами, кастой вампиров, некогда правившей всей землей. Правда, эффективно устранять угрозу, которую несут одичавшие кровососы, могут лишь некоторые. И один из них, таких избранных, охотник на вампиров по имени Ди. Горькая ирония заключается в том, что он и сам такой же осколок прошлого, внушающий обычным людям ужас и восхищение, таинственный и прекрасный, как луна, на темную сторону которой лучше не заглядывать. Полукровка. Воин, дампир. Замечательно. И это все надо читать, дамы и господа. Я прям очень доволен. Особенно интересна книга, по которой сняли аниме. То самое знаменитое аниме. О котором молодое поколение, наверное, уже не помнит, потому что оно старое и его никто не смотрел. Но эстетика, которая там передана, шикарно. Единственное, что мне не нравится, это надпись «Герой культового аниме». Вот такая распаковка, дамы и господа, миледи и месье. Такие книги я получил. Теперь осталось найти время, чтобы эти книги прочитать. Благодарю вас за просмотр, что вы были со мной на этой распаковке. Надеюсь, вы получили положительные эмоции от этого видео. Обязательно поставьте лайк. Покажите это видео своим друзьям. Я на самом деле действительно не знал, что книги существуют. Я очень рад, невероятно рад. Также, если вы хотите что-то у меня заказать, вы можете посмотреть на Озон и можете заказать через меня. Выйдет намного дешевле. Все контакты будут указаны в описании и в первом комментарии. Также ссылка на группу «Книжные аукционы» я оставлю в первом комментарии. Благодарю за просмотр. Еще увидимся. Пока!